Привет, друзья! Сегодня в выпуске мы вместе с вами подробно разберем, что изменится в правилах для автомобилистов и покупателей в Германии, а также каким новым финансовым ловушкам нужно готовиться, чтобы не потерять сотни евро из своего кармана. Сперва экстренный разбор для всех водителей Германии. За обычную попытку развернуться на дороге можно получить требования на сумму до 345 евро. Мы с вами сегодня посчитаем, сколько смогут стоить такие ошибки для автовладельцев, как скрытые камеры фиксируют номера немецких туристов в австрийском Кинцбюрге и почему мэр города Клаус Винкель публично раскритиковал сложившиеся действия. А вот во второй части выпуска вас ждет скрытое правило приоритета и опасное заблуждение вокруг знака «Въезд запрещен». Вы, друзья, узнаете, почему выезжающие из-под кирпича так званого велосипедисты и электросамокаты имеют преимущество по правилу правой руки, и почему ваша страховка может отказаться покрывать часть ущерба после аварии. Ну и еще одна тема. Германия сегодня официально готовится отказаться от мелких монет номиналом в 1 и 2 цента. Мы с вами выясним, как новые правила округления чеков до 5 центов изменят ваши, друзья, расходы в супермаркетах Германии, например, Lidl, Rewe или Aldi при оплате наличными. Досмотрите до конца, будет максимально полезно. Итак, друзья, представьте себе типичную бытовую ситуацию. Вы заблудились на незнакомой немецкой улице, навигатор судорожно перестраивает ваш маршрут, и вы решаете быстро же развернуться, заехав колесами на пустую придомовую площадку или асфальтированный карман. Большинство водителей в Германии считают это абсолютно безобидным действием, но закон может трактовать эту ситуацию совершенно иначе. Заезд, друзья, на чужую землю без разрешения владельца может рассматриваться как незаконное использование частной территории. Скрытая ловушка заключается в том, что эта зона вовсе не обязана быть огорожена, как вы можете подумать, массивным, например, забором или закрыта шлагбаумом. Юридически достаточно, если площадка просто отделена от проезжей части, скажем так, хотя бы небольшим бордюрным камнем, или если структура дорожного покрытия отличается от общественного асфальта. Ситуация становится особенно неприятной для автомобилистов, о чем предупреждают эксперты. Анализ подобных споров показывает сегодня, что в отдельных регионах такие случаи все чаще становятся причиной внимания дорогостоящих претензий. Особенно активно это обсуждается в соседней Австрии, откуда в текущем году поступает множество жалоб именно от немецких туристов. Некоторые владельцы участков устанавливают цифровые камеры высокого разрешения, тем самым фиксирующие пересечение границ частной территории. Вам даже не нужно, друзья, заезжать во двор целиком, а достаточно на несколько секунд занести ваш бампер или одно колесо на частную площадку при развороте, чтобы номер автомобиля попал в объектив этой камеры и впоследствии стал основанием для предъявления требований на большие суммы. Вот вам, друзья, пример из жизни, который наглядно показывает, как легко попасть в этот капкан на ровном месте. Обычный немецкий турист на своем автомобиле спокойно ехал по курортному городку Китцбюэль и свернул на тихую улочку Кирхассе. Из-за отсутствия внятных каких-либо указателей водитель не сразу сообразил, что впереди глухой тупик, и, соответственно, решил, что аккуратно сдать назад, чтобы уехать. На перекрестке образовалось свободное пространство, но стоило задней части его машины буквально на несколько мгновений заехать на частную подъездную дорожку, как установленная система видеонаблюдения зафиксировала маневр. При этом на обочине висел такой маленький, крошечный, незаметный в темноте знак запрета разворота. Человек спокойно вернулся из отпуска домой, то есть в Германию, даже не подозревая, что эта ситуация может обернуться для него серьезными финансовыми последствиями. Неприятное продолжение настигло путешественника уже буквально вот дома, когда в почтовый ящик пришло официальное досудебное требование от австрийского адвоката. В этом письме кратковременный съезд с дороги общего пользования на частную подъездную территорию был квалифицирован как
несанкционированное использование чужой собственности. Юрист указывал, что действия водителя нарушили права владельца участка и стали основанием для предъявления финансовых требований. Если муниципальные ведомства на въезд на газон обычно ограничивают стандартными денежными взысканиями, то вот в подобных частно-правовых конфликтах по делу могут подключаться адвокаты, а размер требований способен оказаться намного выше. То есть в результате даже незначительная ошибка во время маневра может превратиться в дорогостоящий юридический спор. Чтобы окончательно убедить водителя в серьезности ситуации, к адвокатскому письму приложили предельно четкие кадры с камеры наблюдения, где абсолютно с разных ракурсов зафиксирован маневр его автомобиля. На эту мимолетную оплошность юрист выставил требование внимания – выплатить ровно 345 евро на указанный счет. Если же человек решит проигнорировать письмо или оспаривать претензии через дальнейшие юридические процедуры, расходы могут, вы понимаете, существенно увеличиться. В подобных случаях адвокаты обычно предупреждают о возможности судебного разбирательства, а дополнительные пошлины – это судебные расходы и юридическое сопровождение способны увеличить итоговую сумму. Туристу фактически дали сейчас понять, что добровольное урегулирование вопроса обойдется намного дешевле, чем длительный спор. Специалисты потребительских ассоциаций провели независимый осмотр этого спорного дорожного участка и обратили внимание на любопытную деталь. Выяснилось, друзья, что общественная проезжая часть и частная подъездная эта зона визуально почти не отличаются друг от друга. Обе территории вымощены, кстати, одинаковой серой брусчаткой. В результате многие водители могут даже не заметить момент пересечения этой границы частной собственности. Местные адвокаты объясняют подобные претензии тем, что покрытие на частной территории не рассчитано на регулярные развороты большого количества посторонних автомобилей. По их аргументации, подобные маневры со временем могут приводить к дополнительному износу этого покрытия и, соответственно, создавать владельцам расходы на обслуживание территории. Для автомобилиста это выглядит как секундная, скажем так, ошибка во время разворота, а вот для собственника участка становится основанием для предъявления финансовых требований. И именно поэтому даже кратковременный ваш заезд на частную территорию способен обернуться весьма неприятными для вас расходами. И масштаб этой истории оказался настолько, друзья, большим, что в ситуации пришлось вмешаться даже местным властям. Глава города Китсбюэль, доктор Клаус Винклер, публично выступил в прессе и резко раскритиковал действия владельца участка, назвав происходящее крайне спорными и даже неэтичными действиями. Мэрия официально предложила полностью устранить источник постоянных конфликтов и за счет городского бюджета установить защитные столбики вдоль границы дороги, чтобы водители больше физически не могли заезжать на брусчатку. Однако, друзья, это не все. Собственник участка немедленно оспорил эти планы в суде и добился приостановки установки ограждений. В результате спорная ситуация продолжает существовать, а новые претензии к автомобилистам, соответственно, продолжают появляться. Наш пострадавший автопутешественник из Баден-Вюртемберга решил не соглашаться с предъявленными требованиями и отказался сразу переводить деньги. Известный австрийский адвокат Хорст Вендлинг подробно изучил эту ситуацию и считает, что у немецкого туриста есть довольно-таки хорошие шансы успешно защитить свою позицию в суде. По его мнению, из-за визуального сходства общественной дороги и частной территории доказать умышленное нарушение может оказаться непросто. Юрист также допускает, что до полноценного судебного процесса дело может вообще не дойти, поскольку подобные споры всегда связаны именно с дополнительными расходами и юридическими рисками для обеих сторон. Однако эксперты австрийского автомобильного клуба выносят важное предупреждение для всех жителей Германии. В Австрии споры о защите частной собственности регулируются достаточно строго, друзья, и вы об этом должны знать. А вот суды нередко принимают решения именно в пользу владельцев земельных участков. То есть,
Если полностью проигнорировать письмо и конфликт все же перейдет в судебную плоскость, итоговые расходы могут оказаться намного выше первоначальной суммы требования. Поэтому специалисты рекомендуют сегодня даже не откладывать реакцию, а своевременно направить юридически грамотное возражение и подробно указывать на отсутствие понятных предупреждающих элементов, разметки или иных визуальных признаков, позволяющих однозначно определить границу частной территории. Но это, друзья, еще не все. Хочу вместе с вами обсудить абсолютно, казалось бы, запутанные правовые нюансы на немецких перекрестках, где секундное замешательство у знака способно привести к серьезному ДТП с весьма неприятными последствиями для водителя. Профильные аналитики автомобильного клуба АДАЦ неоднократно обращали внимание на распространенное заблуждение автомобилистов в Германии относительно элементарного круглого красного щита с белой горизонтальной полоской. Абсолютно каждый водитель хорошо знает, что этот знак запрещает въезд на определенный участок дороги для соответствующих транспортных средств. Однако сегодня многие по-прежнему забывают важную юридическую деталь. То, что на данную улицу запрещено въезжать с одной стороны, вовсе, друзья, не означает, что оттуда никто не может законно выехать, понимаете? Реальная опасность для вашего кошелька и безопасности возникает именно в тот момент, когда такая улица примыкает к вашему маршруту с правой стороны. То есть, если на перекрестке отсутствуют дополнительные знаки приоритета, такие как главная дорога или уступи дорогу, продолжает действовать именно базовое немецкое правило «правая рука». То есть, преимущество получает транспортное средство, приближающееся именно справа. Если из-под того кирпича справа появится автомобиль экстренной службы, велосипедист, коммунальная техника или, например, другой участник движения, имеющий право там находиться, вы, друзья, внимание, просто-напросто обязаны учитывать его преимущества. Понятно? Многие водители ошибочно считают, что раз въезд на такую улицу запрещен, значит никого пропускать не нужно. Именно эта ошибка нередко становится причиной аварий, споров со страховыми компаниями и существенных финансовых расходов. Дополнительную путаницу в ситуацию вносят и небольшие белые прямоугольные такие таблички, вы неоднократно их видели, которые немецкие дорожные службы устанавливают непосредственно именно под основным красным знаком. Такие дополнения способны существенно менять сферу действия этих ограничений. Нередко на них уже указывается разрешение для местных жителей, велосипедистов, служебного транспорта, либо определение временных интервалов, когда запрет действует лишь в конкретные часы суток. Казалось бы, на первый взгляд перед водителями находится обычный дорожный знак, однако, как мы с вами уже поняли, в таких ситуациях необходимо быстро оценить дополнительные таблички белые, учесть правила правой руки, как я объяснил детально, и правильно определить приоритет движения, чтобы избежать опасной дорожной ситуации. Но особую опасность на немецких дорогах представляют тихие городские перекрестки с улицами, где организовано одностороннее движение, их очень много, поэтому многие из вас, водители, ошибочно предполагают, что если на въезде с такой улицы установлен знак кирпич, то правая сторона полностью безопасна и при повороте туда не требуется абсолютно дополнительного внимания. Однако на самом деле применение правил дорожного движения показывает более сложную ситуацию. Это ограничение в Германии часто не распространяется, внимание, на велосипедистов, друзья. То есть городские службы нередко устанавливают под основным знаком небольшую такую белую табличку с изображением велосипедиста или надписью «Frei», которая официально разрешает движение велосипедов во встречном к вам направлении. Этот дополнительный знак может быть установлен как в начале, так и в конце одностороннего участка, однако водители не всегда это даже замечают. В результате на перекрестках без светофоров продолжает действовать базовое правило приоритета обратно же правой руки. Если справа из-за знака кирпич внезапно появляется велосипедист, водитель что обязан сделать? Он обязан уступить ему дорогу, поскольку он может законно находиться на этом участке.
При невнимательном повороте возникает опасная ситуация с возможным столкновением, а дальнейшие последствия уже, как вы понимаете, переход в сферу административной ответственности, штрафных тех же начислений и разбирательств с участием страховых компаний. Но рост популярности средств индивидуальной мобильности сегодня делает обычные перекрестки в Германии еще более сложными с точки зрения дорожной ситуации, поскольку к велосипедистам мы с вами видим, движущимся во встречном направлении, добавились и пользователи электросамокатов. Да, друзья, по действующим правилам, если под знаком «кирпич» установлена дополнительная табличка, разрешающая движение велосипедов во встречном направлении, это же правило внимания в ряде случаев распространяется и на электросамокаты, имеющие аналогичный статус участника движения. Автомобилисты при въезде с односторонней улицы часто даже не ожидают появления бесшумного транспортного средства справа, движущегося с относительно довольно-таки высокой скоростью, что при невнимательности может привести к столкновению. Если же водитель не учел приоритет правой стороны и не уступил дорогу участнику движения, который имеет такое законное право находиться на этом участке, в подобных случаях полиция может квалифицировать нарушение как административное с назначением штрафа, а при создании опасной ситуации, друзья, то есть с более серьезными последствиями, включая штрафные начисления во Флейсбурге. При аварийной ситуации также вступает в силу и правила страхования. Компания рассматривает степень вины участников и в отдельных случаях может ограничить или вообще сократить выплаты в зависимости от обстоятельств происшествия. В результате даже небольшая ошибка при повороте способна привести к финансовым потерям и длительным разбирательствам. Но вы знаете, друзья, несмотря на все эти сложные дорожные ситуации, о которых мы с вами только что говорили, они все же уступают место тем масштабным изменениям уже непосредственно на кассах немецких супермаркетов, например, таких как Lidl, Rewe или Aldi, где привычные расчеты наличными могут быть затронуты обсуждаемой реформой в сфере именно мелких монет. Немецкий федеральный банк Бундесбанк официально выдвинул инициативу о возможном введении правил округления итоговой суммы при оплате наличными. Если данный подход будет утвержден, то при расчетах банкнотами конечная сумма к оплате может округляться до ближайших 5 центов, как в сторону покупателя, кстати, так и в сторону торговой сети. Финансовое ведомство рассматривает этот механизм как способ упростить обращение с мелкими монетами и, соответственно, снизить их долю в обороте в рамках текущих обсуждений. Сам принцип округления основан на фиксированном математическом правиле, которое может повлиять на привычную структуру мелких расходов. То есть, если, например, итоговая сумма на чеке оканчивается на 1 или 2 цента, она будет округляться, соответственно, вниз. Если же речь идет о 3 или 4 центах, сумма округляется вверх до ближайших 5 центов. Например, покупка у вас 4 евро 99 центов при оплате наличными может составить ровно 5 евро, а товар за 1 евро и 2 цента, соответственно, 1 евро. При этом важно нам с вами понимать, что цены на полках магазинов остаются, кстати, сами ценники без изменений. Корректировка происходит только в момент окончательного расчета. Этот механизм будет применяться исключительно при оплате наличными, которые так любят немцы, тогда как безналичные платежи банковскими картами, внимание, и через мобильное приложение продолжит работать по точной сумме, то есть без округления. Таким образом, изменения затронут только формат наличного расчета, абсолютно не влияя на саму стоимость товара в системе ценников. Основная причина, по которой Бундесбанк рассматривает постепенный отказ от самых мелких монет, связана именно с высокой стоимостью их обслуживания в финансовой системе страны. Член правления немецкого центрального банка Бурхард Бальц отмечает, что сокращение использования таких номиналов может повысить эффективность наличного оборота в Германии, потому что мелкие монеты на самом деле не участвуют в активных расчетах. Граждане часто даже не используют их в повседневных платежах, они теряются или накапливаются дома, выпадая из денежного обращения, при этом расходы на производство, упаковку и ту же логистику таких монет со временем становятся даже несоизмеримыми с их номинальной стоимостью. Согласно опросам Европейского агентства Евробарометр, немалая часть жителей Германии положительно относится к обсуждаемым изменениям.
Многие также отмечают, что мелкие монеты редко вообще используются в расчетах и со временем создают даже неудобства при оплате. Округление сумм до 5 центов при оплате наличными рассматривается как та возможная мера для упрощения наших с вами расчетов и снижения объема мелочи в обращении. Внедрение правил округления на немецком рынке, кстати, не является, друзья, уникальным экспериментом, поскольку для ряда стран Европы постепенный отказ от самых мелких монет уже, кстати, давно стал распространенной нормой. А как обстоит ситуация в разных странах Евросоюза сегодня? Например, Финляндия изначально ограничила использование этих номиналов и применяла округление до 5 центов еще с периода перехода на само евро. Те же Нидерланды и Италия постепенно перешли к отказу от активного обращения мелких монет и используют кассовое округление в повседневной жизни. Бельгия и Ирландия также, друзья, внедрили поэтапные механизмы округления, закрепленные на уровне законодательства. Словакия прекратила выпуск новых монет, а вот Эстония применяет систему округления при расчетах наличными. То есть какого-либо унифицированного подхода для всей еврозоны пока не существует, поэтому профильные экономические структуры обсуждают эту возможность дальнейшей стандартизации подобных правил на уровне Европейского Союза. В качестве одного из шагов рассматривается формирование более четкой правовой базы именно внутри отдельных стран, включая и ту же Германию. Скорость принятия таких решений, соответственно, зависит от дальнейших политических и экономических обсуждений. На этой аналитической ноте наш, друзья, подробный обзор полностью завершен. Завтра я снова буду преданно ждать вас здесь же со свежей порцией самых честных, глубоких и полезных новостей о законах, налогах и ваших деньгах в Европе. Если вам понравился сегодняшний разбор правил, связанных с дорожными ситуациями, финансовыми изменениями и возможными реформами наличных расчетов, обязательно подпишитесь, поставьте лайки и спасибо за просмотр до самого конца.